Всем привет! В этом уроке очень полезное расширение для создания миниатюр изображения. На самом деле это только так называется миниатюры, а с помощью этого расширения можно создавать отресайзенные копии оригинального изображения в любых размерах прямо в коде на страницах вашего сайта. К примеру, у вас есть каталог товаров с фотографиями. На странице товара нужна большая фотография, но все же немного меньшая, чем оригинал. На странице категории нужны фотографии в еще меньшем масштабе. Посмотрите, насколько различаются размеры оригинальной фотографии и уменьшенной копии. Если везде использовать оригинальное изображение, то оно будет много весить, долго качаться и грузить компьютер посетителей вашего сайта. А создавать все необходимые размеры каждой фотографии вручную в фотошопе – так себе вариант. Вот здесь вам и поможет виджет E2 Tools. Вы просто вставляете его в то место, где должна быть фотография, указав желаемые размеры, а виджет за вас ее отресайзит, сохранит в кэш и вернет путь к готовому файлу фотографии. Супер просто, супер удобно. Сейчас посмотрим, как это сделать на примере. Кстати, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Вы на канале Данилов Код, давайте кодить. Первым делом установим расширение. Идем на страницу с документацией, ссылка будет в описании. Копируем команду установки с помощью композера и выполняем ее в терминале. Виджет установлен, давайте проверим его на практике. С прошлого урока у меня на сайте есть готовый слайдер. Кто не смотрел, может посмотреть по ссылке в подсказках или в описании ролика. Слайды как раз представляют из себя миниатюры оригинальных изображений. Оригинал у нас открывается по нажатии на слайд. Давайте откроем вид, в котором размещен слайдер. У нас это Frontend, Views, Site, Index.php. Здесь я в качестве оригинала в атрибуте href ссылки и в качестве миниатюры в атрибуте src изображения ставил ссылку на оригинальный файл. Вот мы видим, что изображение и здесь одно и то же. Мы уже знаем, что использовать оригиналы изображений везде хоть и удобно, но не очень практично. Наша задача заменить их на сгенерированные виджетом уменьшенные изображения. В первую очередь давайте определимся с размерами миниатюр. Видим, что оригинальный размер изображения 1000 на 667 пикселей. Но оно уменьшилось браузером до размера 410 на 273 пикселя. При этом, естественно, браузер предварительно скачал полную версию изображения, потратив уйму трафика и времени посетителя. Итак, нам нужен размер 410 на 273. Я рекомендую брать немного больше, на случай небольших вариаций размеров миниатюр. Думаю, 500 на 300 будет в самый раз. Пропорции нам сейчас не так важны, так как мы настроим виджет так, чтобы он подгонял изображение в эти рамки. Обратите внимание также на вот эту широкоформатную фотографию. Ее размер 1000 на 333 пикселя. Но отрендерилась она в размерах 410 на 137 пикселей. После применения виджета мы посмотрим, как изменились размеры всех изображений. Вернемся к коду. Перед непосредственным добавлением виджета, чтобы не делать это столько раз, сколько у нас фотографий в слайдере, я собираюсь немного оптимизировать код. Для начала давайте все ссылки на оригиналы изображений вынесем в отдельный массив. Я вырезаю все ссылки из атрибута href. Создаю массив Slides. И добавляю в него все скопированные ссылки. Теперь выводить слайды мы можем с помощью цикла по этому массиву. Удаляем лишние слайды. Нам достаточно только одного. И вставим его в цикл.
В атрибут href нужно поставить ссылку на оригинал. А в атрибут src подставляем код виджета. Возвращаемся к документации и копируем вот этот код, но без дополнительных переменных и вывода переменной с помощью хелпера. Нам нужен только вызов виджета. Вставляем его как есть, вот таким вот образом. Заменяем значение параметра image и желаемый размер выставляем в 500 на 300. И можем теперь посмотреть результат. Фотографии теперь у нас все размером 500 на 300 и отрендерены в чуть меньшем размере 410 на 246. Посмотрим также широкоформатное фото. Вот оно. Оно уменьшилось без потери качества, так как запас по высоте у нас был. Изначально оно было в высоту 333 пикселя. Лишние поля по краям обрезались, чтобы соответствовать заданной ширине в 500 пикселей, и при этом по клику по-прежнему будет открываться оригинал в максимальных размерах. Разберем параметры виджета. Первый параметр image. Это путь к изображению относительно базового URL сайта. Изображение может быть одного из типов JPEG, PNG, GIF и WebP. Второй параметр sizes. Он определяет размеры результирующей миниатюры. Может задаваться как в виде строки с разделителем в виде символа X, либо в виде массива с двумя ключами width и height. Если вы задаете ширину и высоту строкой, то первой идет ширина, а второй высота. Указывать можно как оба значения, так и только одно. Если указаны оба, то в зависимости от значения параметра ZC Zoom and Crop будет выполнена либо обрезка фотографии при Zoom and Crop равное True, либо дополнение ее недостающими полями по краям при Zoom and Crop равное False. Эти поля будут цветом, указанным в параметре Background Color. Если же указано только одно значение, например, только ширина, то изображение будет подгоняться только по ширине, а высота будет рассчитана исходя из пропорций исходной фотографии. Параметр Zoom and Crop в данном случае не имеет смысла и игнорируется. Параметр Quality работает только для JPEG изображений и задает качество в процентах от 1 до 100. Параметр Background Color можно задавать 6-символьной либо сокращенной 3-символьной 16-ричной WebRGB записью. Допустимы также стандартные значения цветов из веб-палитры, например Red, Gray, Transparent и так далее. Параметр NoImageURI задает относительный URL, который будет возвращаться виджетом в случае отсутствия либо невозможности конвертирования исходного изображения. Этот путь должен существовать. Если у вас нет изображения для NoImageURI, вы можете скопировать его из папки расширения. Заходим в папку Vendor, далее сюда, E2 Tools, src, Web, Images, файл NoImagePNG и положить его, например, в соответствующую директорию Frontend Web Images. Frontend Web Images. Следующий параметр CachePath задает путь к директории, в которую будут сохраняться уменьшенные копии изображения. Параметр CacheTime определяет время в секундах, до истечения которого будет использоваться закэшированная копия. Устаревшая копия изображения обновляется сразу при вызове виджета. Как вы могли заметить, параметров в виджете довольно много, и его код занимает несколько строк только для того, чтобы заменить URL изображения. От некоторых параметров можно избавиться, просто потому, что они по умолчанию уже такие, как нас устраивает. Обновим страничку, ничего не изменилось. А некоторые параметры можно задать заранее, еще до вызова виджета. Например, мы можем изначально задать значение sizes, так как оно у нас одинаковое для всех миниатюр. Удалим параметр из вызова виджета. Посмотрим, как теперь выглядит слайдер без параметра sizes.
По умолчанию значение параметра 100 на 100 пикселей. Затем слайдер растягивает наши миниатюры до нужных ему размеров, и мы получаем вот такие мутные и квадратные слайды. Теперь пропишем параметр sizes, например, в контроллере, с помощью внедрения зависимостей Dependency Injection. Заходим в контроллер Frontend, Controllers, Site Controller. Находим здесь действие Action Index и перед рендером добавляем такой код. Здесь мы указываем, что объект виджета, создаваемый по переданному имени класса, должен инициализироваться с заранее подготовленным параметром sizes, равным 500 на 300 пикселей. Обновим страничку и проверим размеры получившихся изображений. Видим, что они у нас теперь снова 500 на 300 пикселей. Чтобы одно и то же изображение каждый раз не пересоздавалось на лету и не грузило тем самым сервер, в виджете реализовано кэширование. В заданную директорию кэша сохраняются все уменьшенные копии сразу после их создания. При этом виджет отдает ссылку на файл из кэша. Каждый раз перед созданием миниатюры виджет проверяет, нет ли изображения с такими же параметрами в кэше, и если есть, то процесс изменения размеров пропускается и сразу отдается ссылка на закэшированный файл. Файл в кэше считается устаревшим, если изменился один из следующих параметров: Image, Sizes, Zoom and Crop, Quality и Cache Path. При изменении параметров, передаваемых в виджет, учтите, что на их основании формируется имя файла копии в кэше, из-за чего старые закэшированные копии не удаляются, а создается новый файл с другим именем. В таком случае, возможно, имеет смысл периодически очищать директорию с миниатюрами вручную. Также файл кэша устаревает и подлежит автоматическому обновлению в случае, если копия была создана более чем кэш-тайм секунд назад. При этом имя закэшированного файла не меняется, а сам файл просто заменяется новой версией. Вот такое простое, но очень полезное расширение. Напоминаю вам подписаться на канал и поставить лайк. Дальше больше интересного. С вами был Андрей, это канал Данилов Код. Пока!